Всем привет! Как ваши дела? My name is Natalie. I believe that my channel, Natalie Practical Russian, is helping you improve your Russian. The difficult part of the Russian language is the verbs of motion. So I want to help you practice these verbs gradually. I'm going to make a series of videos about them. Today's verb is ходить, to go by feet in present, past and future tenses. Do you want to support my channel and get better in Russian? Download my free materials by clicking the link below. Okay? Do it right now. And now let's move on to the topic. The verb ходить, to go by feet. We use it when we have a habit to go somewhere, and this is multidirectional verb. When you go more than one direction, for example, go to work and back home, two directions, we use this verb. And it means repetitive action, okay? Каждый день мы ходим куда-нибудь. Что мы обычно делаем? Куда мы обычно ходим? Мы ходим на работу. Обычно люди ходят на работу 5 дней в неделю. В выходные люди отдыхают. В субботу и воскресенье люди не ходят на работу. Также мы ходим в магазин, чтобы купить продукты. Мы ходим в спортзал, чтобы заниматься спортом. Мы ходим в кафе и в рестораны, чтобы встретиться с друзьями или просто приятно провести время. Мы ходим в кино, когда мы хотим посмотреть новый фильм. Мы ходим в театры, в музеи, когда мы хотим вдохновиться искусством, как я думаю. Куда я хожу обычно? Я хожу бегать каждое утро, почти каждое. Да, я бегаю. Я хожу бегать. Еще я довольно часто хожу в магазин, чтобы купить продукты. Да, я хожу в магазин почти каждый день, потому что обычно я покупаю фрукты и овощи. И, конечно, я люблю есть свежие фрукты и овощи. Днем я хожу гулять. Я гуляю в парке или просто по улицам города. Иногда я хожу гулять в центр города. И также иногда я хожу пить кофе в кафе. Куда еще я хожу? Вы знаете, я работаю дома, я не хожу на работу. Да, я люблю ходить пешком, я люблю гулять. Я знаю, что это полезно для здоровья. Также полезно заниматься спортом, поэтому люди ходят в спортзал. Люди ходят не только в спортзал, люди ходят в бассейн, на йогу, на пилатес, чтобы заниматься спортом. В больших городах есть тенденция ходить куда-то обязательно. Люди ходят в музеи, в театры, на выставки. Люди постоянно ходят в разные места. И также люди ходят в новые места. Люди любят ходить в новые заведения. Я думаю, люди ходят в разные места, чтобы получить новые эмоции. И, конечно, люди ходят в новые заведения, чтобы сделать фотографии и потом постить их в социальных сетях. Да, когда я работала в офисе, раньше я работала в офисе, мои коллеги часто спрашивали меня: куда ты ходишь? Ты ходишь в спортзал? Ты ходила на этот новый фильм? Ты ходила в этот новый ресторан? А я ходила. Да, раньше я работала в офисе, я ходила в офис 5 дней в неделю. И после работы я ходила в бары, в рестораны, на выставки, на концерты.
Также я ходила на разные курсы, я ходила на танцы. Да, 1 год я ходила на танцы, но я плохо танцую. Еще я ходила на йогу несколько месяцев, но я не понимаю йогу. Да, я старалась жить активно. Сейчас я редко хожу куда-то. Обычно я дома, и мне нравится быть дома. Иногда мне не хватает эмоций. Я думаю, когда я буду в России, мы с подругой будем ходить гулять вместе. И еще я планирую учиться, я хочу учиться. Я надеюсь, я буду ходить учиться в следующем году. Okay, one more time. Ходить. Infinitive form. And this is imperfective verb. Present tense. Я хожу, ты ходишь, он, она ходит, она ходит, мы ходим, вы ходите, они ходят. Past tense. Ходил, ходила, ходили. And future tense, we use this verb to be, быть, plus infinitive form ходить. Я буду ходить, ты будешь ходить, он, она будет ходить, мы будем ходить, вы будете ходить, они будут ходить. Here are my questions for practice. Номер 1. Вы ходите на работу. Номер 2. Куда вы обычно ходите вечером? Номер 3. Вы ходите в спортзал? Вы ходите в кино, в музей, в театры? Вы ходите в кино, в музей или в театры? Номер 4. Вы любите ходить пешком? Номер 5. Куда вы ходили вчера? Номер 6. Вы встречались с друзьями недавно? Куда вы ходили вместе? И номер 7. Куда вы планируете ходить в будущем? Куда вы планируете ходить в будущем? Куда вы будете ходить в будущем? Куда вы будете ходить в будущем? That's it. In the next video I will tell you a story using the verb ездить
to go by transport. It's also a verb about regular action. See you there! And my free book is still waiting for you in the description section. Click on the link below and get it for free right now. Have a nice week. Увидимся. Пока-пока.